Представители знака зодиака Козерог. Козероги мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Узнай, чего ждать, что идет в вашу жизнь, как изменится ваша жизнь. И мы в нашем прогнозе, раскладе не ставим жестких временных рамок. И все потому, что 3 важных транзита влияют на жизнь каждого из нас. Они влияют и на жизнь ваших партнеров, ключевых каких-то партнеров или партнеров личной жизни. И первый транзит – это у нас, конечно, Плутон. Особенно ощутим для вас, мои дорогие, поскольку теперь Плутон надежно и надолго, на 20 лет, уже в знаке зодиака Водолей. И в Водолее это несколько иные энергии. Это больше свободы, больше индивидуальности. Нет какой-то напряженности, нет какой-то давления или какой-то, может быть, даже догмы. Но это перемены, мои дорогие, переход словно между прошлым и будущим. Нам с вами довелось прожить в эпоху перемен. Но на этом не заканчивается. Это еще второй транзит Нептун в знаке зодиака Рыбы. И тоже переходное значение. Почему? До 7 числа Нептун в Рыбах в ретро-движении, а с 8 переходит в прямое, но остается в Рыбах. Так вот, Нептун – это где-то наша иллюзия, это наша эмоция, это наша эмпатия, это наше представление о ком-либо, либо о чем-либо. Может быть и ошибочное, или наши сомнения, когда мы не решались все время что-то начать. И вы где-то этот транзит можете прочувствовать очень остро, потому что как раз вот этот переход между ретро и прямым движением – это когда вы на что-то решитесь. Прежде не хватило решимости или были сомнения, а здесь сомнения отпадут. И третий транзит для вас тоже очень значим, поскольку Уран в Тельце, Телец, как и вы, знак зодиака стихии Земли. Но еще и Телец – это все то, что мы связываем как олицетворение нашего благополучия, денежные вопросы, вопросы нашего дома, вопросы нашей работы, наших заработков. И у нас Уран в Тельце тоже длительное время. Так вот, по конец января, внимание, это уже 2025 год. И по конец, по 30 января это будет ретро-движение. А уже с февраля это будет прямое движение. Уже что-то для нас будет проясняться. Может быть, и ломается какая-то концепция, опять же, наших представлений. Но для мира, для всего даже мы где-то ожидаем, что это как раз в Тельце Уран может вызвать перемены по части фондового рынка, нашего отношения, кстати, по финансам, или это может быть изменение на валютном рынке, какая-то новая концепция электронных денег, но и вообще какие-то всемирные преобразования, которые так или иначе будут оказывать влияние на нас всех. И где-то уже февраль, март, а может быть апрель, мы убедимся, что ведь правда, словно реальность преломляется. Но пока еще на ноябрь мы не видим, что же это будет конкретно. Но уже где-то можем предчувствовать, что лед тронулся. Или правда, уже как пространство меняет какую-то свою конфигурацию. Но объяснить мы это еще пока не можем. Вот давайте узнаем. Подсказки карт. Будем реалистами, безусловно. Но какие события ожидают своего часа на пороге вашей жизни? Или как изменится ваша реальность, мои дорогие? И с чем или с кем это будет связано? Судьбоносный период, эпоха, в которой мы все с вами живем, может также ознаменовать некоторые и неожиданности. Ну и переход Плутона в Водолей – это начало долгого периода, 20-летнего, как я сказала. Плутон – планета медленная, и Плутон меняет цели, меняет даже сферу наших интересов, меняет статусы, меняет и возможности, мои дорогие. Может быть, меняет и социум, и вообще наше направление жизни. Давайте узнаем, важное событие или чем запомнится вам этот период. Что нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие козероги? Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Может быть, это будут некоторые пересмотры, новая концепция методов работы или взаимодействия с людьми. Узнаем опять же. Неожиданности. Что вас будет радовать и что вам будет просто помогать. А что может помешать осуществить задуманное? Событие, которое изменит вашу жизнь.
или то событие, которое изменит вас самих, как вы будете меняться. И у нас сегодня еще одна колода, на которой мы достанем карту «Совет». Недавно ее приобрела и буду очень благодарна вашим комментариям, потому что эта колода оракула называется «Ли Анджели дель Куоре». Ангелы сердца, мои дорогие, 44 карты, и это как мини-руководство. Вот те советы, которые прописаны в этих картах, они немножко отличаются от всех остальных оракулов. Поэтому мне важно знать, как это откликается в вашей душе. Есть у меня в планах построить личный прогноз на 2025 год для каждого знака зодиака. Лично я имею в виду на личную жизнь. И я хочу более полно использовать эту колоду. Итак, давайте достанем карту «Совет», узнаем. В основном эта колода говорит о именно личной жизни. Но есть и разные карты, которые могут говорить о вашем направлении. Ну, может быть, работа, финансы или чему следует уделить внимание. Что же как важное событие? Ну, вот все то, что я говорила, планетарно. Посмотрите, аркан Солнца. И это выбор правильного направления. В первую очередь, это карта, которая говорит, вот для тебя сейчас Козерог на 6-8 месяцев. Архиважное время. Ты чего-то не должен упустить. Это не значит, что мы расслабляемся, хотя между тем это карта счастья, карта удачи, каких-то позитивных, более солнечных, радостных энергий, освобождения от какого-то гнета, давления, когда вы сами в себе прочувствуете больше силы уверенности. Но, безусловно, это ваше эго, мои дорогие, и поэтому со знаком плюс это может проигрываться как какая-то ваша задумка. И, кстати, по части Нептуна, декабрь, если мы говорим из ретро, перейдет с 8 числа, уже будет в прямом движении. Так вот, по Нептуну это те наши какие-то, ну, может быть, метаморфозы жизни, из-за которых мы отказались от собственной мечты. А здесь вы скажете, а чего же это я отказалась или отказался? Вы что-то можете важное пересмотреть и устремиться вперед. Для вас нет ничего невозможного. Если вы, мои дорогие любимые козероги, вот просто я ставлю перед собой цель, скажете себе, и эту цель обозначите. Или буквально на бумаге. Бумага имеет волшебное значение, когда мы что-то прописываем. Это словно мы закрепляем. Поэтому, как и визуализировать нашу мечту, словно кожей себя представлять, что я уже получил какую-то должность, или я нахожусь, к примеру, вы хотите приобрести дом, но сейчас у вас никакой нет концепции даже по части, как взять или откуда взять эти деньги. Так вот, представьте, какой же вы дом хотите получить, или какую квартиру. И если вы, может быть, в такую визуализацию добавите даже фото какое-то, или когда вы пропишете на бумаге и будете вы хорошо представлять, чего же конкретно вы хотите. Вот поверьте, само пространство, оно словно преломится, и постепенно, шаг за шагом, будут у вас какие-то новые методы или новые варианты. Или, может быть, пусть даже это путь не совсем короткий, а с такой дистанцией, но значит, пространство Вселенной для вас будет шаг за шагом открывать эти возможности. Значит, вы пройдете более ровно по тому пути своих достижений, к тому конечному итогу, который вы себе поставите. Поэтому это я уже про бумагу. Как планы минимум, это то, что мы можем корректировать, так и планы максимум. Все же у вас карта Солнца для вас имеет основополагающее значение. И важное событие, если мы спросили, совершенно сменная концепция вашей жизни. И у кого-то может одна сфера жизни меняться, а потянет за собой все остальное. Что нового войдет в вашу жизнь? Новые отношения. Я могу предположить для тех, кто уже находится в паре. Может быть, ваши отношения перейдут на новый уровень. Это карта любящего человека. Но это принцесса, это еще не королева. И поэтому даже вот в людях, которые имеют семью, и пусть это вы проживаете вместе долго, значит, конечно, это может быть как известие от ваших детей, но значит, это влияет на вас. Значит, ваша семья, ваша пара будет тут что-то переделывать, передумывать или для себя что-то по-новому совершенно обустраивать. Кто-то из вас может задуматься, а не создать ли мне семейный бизнес. Значит, вы, даже если нет каких-то знаний, вы можете искать эти знания для того, чтобы как раз осуществить какой-то ваш проект. Все то, что вы будете или делать, или заниматься, вам принесет радость, вдохновение. Это совершенно другие энергии, мои дорогие. А для тех, кто один или одна,
возможность познакомиться. У кого-то из вас познакомиться с человеком, который намного моложе вас. Что нового? Радость войдет, любовь, счастье, благополучие, приятные эмоции. Все же в первую очередь эмпатия и эмоции. Давайте узнаем, а что же завершится? А вот семерка жезлов в этой колоде, обратите внимание, хоть обычно называют эту карту карта соревнования, когда на нас воздействуют люди. Они воздействуют, потому что имеют свой интерес или какую-то свою задачу, задумку. Вы им можете быть интересны, потому что вы люди сильные и надежные, поручай Козерогу и спи спокойно. Вот какая-то подобная история, она могла быть в вашей жизни, когда вы занимались делами других людей. Может быть, это даже где-то ваши родственники. Но теперь вы себя ставите на первое место. И в данном случае вот это эго, оно вам работает со знаком плюс. Вы не можете себя поставить на второе место. Я уже не говорю про третье, пятое, десятое. И карта в этой колоде «Колесо года». Она как раз очень ярко обрисовывает ту ситуацию, когда мы занимаемся только своими делами. А все то, что малозначимо, то, что имеется в виду как воздействие на нас, когда нас пытаются вовлечь в какой-то проект, или чтобы мы на что-то согласились, или взяли на себя какие-то обязательства, вот это у вас закончится. Почему? Нам двое показаны, которые мешки спасают, свое добро, а вокруг наводнение. Значит, есть какая-то тема, которая именно интересна вам. И вы в нее, мы об этом только что говорили, а пусть у кого-то это будет личная жизнь, пройти по тому фарватеру ваших желаний, что вам советует ваша душа и сердце. А все то, что малозначимо, или то, что может вызывать много шума из ничего, вот от этого и вы откажетесь, но, видимо, еще пространство, Вселенная будет вам помогать. Неожиданности. Могут быть, правильно, у нас достаточно длинный период, и могут еще одолевать такие эмоции, которые где-то внутренние страхи. Вот будет очень важно чего-то не бояться или не оглядываться назад. Не думать о том, что если вспомнилось вам что-то из прошлого, или что-то в прошлом не получилось, не состоялось, не срослось, или какой-то проект застопорился, верьте в себя, верьте в свою звезду, в свои возможности, потому что по этой карте это искаженное мировосприятие. Вот как неожиданности. Вы можете видеть как-то не так концепцию реальности, именно из-за того, что в прошлом были какие-то минусовые ситуации. И всегда девятка мечей, человек как будто с закрытыми глазами. И первый совет — увидеть реальность. Посмотри, что в данный момент присутствует. То есть не основывайтесь на тех событиях, которые придут в вашу жизнь. Не пропускайте через призму своего восприятия прошлого какую-то новую историю. Женщина нам показана на этой карте, которая бежит с закрытыми глазами. Она не видит, куда бежит. И ей кажется, я бегу в потемках. А ведь всего-то навсего нужно остановиться, передохнуть, может быть, вздохнуть, выдохнуть и осмотреться. Вот где-то вам может идти такая помеха. Ну да, Плутон 20 лет. Это такое, знаете, как гнет давление. И в себя перезагрузить на совершенно новое отношение к самому себе в первую очередь. Ведь это как важное событие. Иначе мы не можем двигаться вперед, если у нас словно закрыты глаза. Или мы все время оборачиваемся назад. Или нам все время кажется, что как будто много каких-то преград. Или словно вот какой-то, как холодная территория, выжженная пустыня. Или вот этот забор из мечей. И больше препятствий мы видим. А у вас нет этих препятствий, мои дорогие, фактически. Хотя птицы, изображенные на этой конкретной карте, будут говорить, если как неожиданности, вы будете слышать много информации. И эта информация, она будет хаотичная, разрозненная, где-то будут фейки, она будет недостоверная. Поэтому для того, чтобы не было внутренних сомнений и страхов, перепроверяйте информацию, не торопитесь действовать. А вот именно вздохнул, выдохнул, осмотрелся, искусство мелких шагов и быть в реальности от начала до конца. Что же вам будет помогать? Ну, это все то, что я говорила. Из прошлого ничего не притягивайте. 13-й старший аркан. Трансформация. Может быть, она как раз и происходит в
том ключе. И это будет как важное, главное событие, которое как внутренняя работа над собой. Почему? Потому что вот посмотрите, какие две по энергетике полярные карты и Солнце. Солнечная карта яркая. И здесь какой-то мрак. Поэтому сами себя не ограничивайте, не ставьте перед собой каких-то барьеров. Их нет. Вы их можете себе воздвигнуть из прошлого, опять же. И этим здорово помешать осуществиться чему-то хорошему. А вот как раз по 13-му аркану мы закрываем в прошлое дверь. Что-то из прошлого, может быть, многое, не имеет никакого значения. Добрые энергии пытаются войти в вашу жизнь. Когда выпадает 13-й аркан, чтобы быть правильно понятой, я часто привожу пример маленькому зернышку, которую мы садим в землю. И сначала вот этот маленький росток, который, если мы смотрим на зернышко, мы и не видим, правда? Так вот он должен пробиться к солнцу. Но прежде чем он пробьется к солнцу, прежде чем он сможет выбраться из этого панциря, который долгое время сохранял его, этот панцирь должен быть разрушен. Это и есть 13-й аркан, трансформация. Как будто какие-то оболочки, панцири, преграды, оковы, кандалы, может быть, падают, мои дорогие. Я, понятно, аллегорически это говорю. Но это совершенно необходимо. Может быть, что-то и вас как пугает. Или вы чувствуете неуверенность. Это нормальный процесс. Но вот этот росток из этого зернышка какую-то дорогу должен проделать себе сам. И какой-то период, иной вам это помогает. Вас это заставляет по-новому оценить реальность. Потому что росточек идет как будто в потьмах, ну, или темная земля. Он постепенно, медленно, шаг за шагом, этап за этапом, может, миллиметр за миллиметром продвигается наверх к солнцу. И это ему предстоит сделать самому, потому что это касается личной какой-то вашей жизни. Ни шагу назад. Для вас отсюда только вперед. Помните это. Это вам конкретно помогает. Что же вам может помешать? Все то, что я говорила по семерке жезлов, и опять же жезлы, когда вы включитесь в какую-то многозадачность или будете продолжать то, что для вас не имеет никакого значения, то, когда вы истратите свои собственные силы на помощь, может быть, другим. Здесь, если нужно истратить силы, то только на помощь самому себе. Потому что нам показаны двое несут арбузы. Да, тяжело. Но они точно знают, что они достигнут этого дома. Своя ноша не тянет. Поэтому сил на осуществление какого-то вашего проекта вам потребуется достаточно много, но у вас их хватит. Поэтому, может быть, и семерка жезлов говорит, что все, вот перестань где-то или пересмотри свою концепцию помощи. Может быть, и материальной помощи. Кстати, часто жезлы характеризуют денежную энергию. Конечный какой-то результат вами должен быть получен. И силы должны тоже рассчитывать. Уставшие, кстати, люди делают ошибки. И когда мы устали, мы как раз и начинаем вот эту ненужную глубокую философию на мелком месте. Событие, которое меняет вашу жизнь. Это ваша карта. И по ней, кстати, идет то значение, часто о нем говорю. Это та королева Пентаклей, которая из хаоса умеет создать порядок, которая из хаоса умеет с нуля отстроить свое благополучие. И, может быть, у кого-то из вас будет связано с тем, что вы даже переедете куда-то и с нуля будете организовывать и быт, и дом, и благополучие, и работу, и деньги, и у вас все получится. Ваши силы, ваши таланты, мои дорогие козероги, они раскроются совершенно по-другому, какая-то ваша миссия. Когда вы счастливы, у кого-то перемены в личной жизни, это часто карта говорит о наших партнерах именно в личной жизни. Или все же королева Пентаклей, она очень, и где-то это очень символично с картой императрица, в том плане, что она умеет какую-то свою мечту превратить в реальность или свой план, который в ментальности зародился, осуществить в реальной жизни. Поэтому для вас нет ничего невозможного. Да, вы сами строите свое восхитительное счастье, как и в личной жизни, так и в плане ваших честолюбивых, амбициозных достижений. Но опять же, это когда все получается. Может быть, мои дорогие козероги-мужчины,
как меняет или что меняет вашу жизнь, какая-то личная история, важная женщина, как партнер по браку или какие-то контакты, которые с вами словно в одних энергиях. В плане надежности это точно. Мы здесь не привязываемся к знаку зодиака. Это может быть любого знака зодиака человек, но либо он находится в этих энергиях, а может быть имеет асцендент в знаках зодиака Земли, или может быть и по Луне тоже. Тут у каждого какая-то своя будет тема, но в целом и от вас где-то еще, мои дорогие мужчины, потребуются более вот такие добрые, надежные энергии. Все же карта говорит и об этом. Что меняет вас самих, мои дорогие? Вы знаете, какой-то конфликт, может быть, который состоялся уже в прошлом, это первая победа, или это ваши в прошлом приложенные усилия, а никакого результата. Или вот эта победа первая, это когда вам от этого, или от этой победы, или от какого-то дела, в котором вы участвовали, потеряли время, силы и где-то разуверились в себе. Кто-то мог выиграть, а вы нет. И вы здесь тоже пересмотрите, потому что так дело не пойдет. Я хочу видеть результат своего труда, своих вложений, или именно двигаться в сторону своего солнца. Здесь будет перемены еще, или могут быть перемены от того, что вы будете сталкиваться с разными людьми. И вы поймете, что для вас очень важно быть дипломатом, а не кому-то что-то доказывать. Нет как таковой догмы, мы говорили. А по пятерке мечей именно когда мы что-то доказываем. А здесь мы уже ничего не доказываем. Нам человек изображен, да, он одержал победу, но она ему радости не принесла. И значит, вы пересмотрите опять же свою концепцию жизни. Нет смысла что-то доказывать, есть смысл идти вперед. И может быть, у кого-то из вас будет как возвращение человека из прошлого. И планетарно такое тоже может быть. Я перечислила основные транзиты. Когда вы можете прийти к выводу, что, а ведь и правда, на самом деле, если я где-то буду пользоваться более такими дружественными энергиями, у меня больше получится. Или когда вы понимаете, что пусть прежде с некоторыми людьми вы не достигли взаимопонимания, но сам по себе человек или какая-то концепция дел, она или вы хотите ее продолжать. Значит, у кого-то может состояться важное примирение. Вы в других энергиях находитесь, поэтому точно доказывать кому-то что-то вам попросту не захочется. И это где-то меняет вас самих. Нет, как я говорила, догмы, нет каких-то правил. Вы, кстати, можете и в реальности заметить в этот период, что сама по себе конфигурация меняется, новые законы меняются, подзаконные акты выходят. Может быть, система денежная меняется. И это все в целом меняет вас самих. Давайте узнаем, откроем карту на нашей замечательной колоде «Ангелы сердца». Каков же совет? Какая карта вам выпадает? Это карта детей, мои дорогие. И на вашу жизнь меняют или влияют ваши дети. На вашу именно любовную какую-то историю влияют тоже дети. И может быть у кого-то это прежняя любовная история, личный ваш союз, который по каким-то причинам не состоялся, мои дорогие. Но не решены какие-то вопросы, которые как раз по Урану в Тельце вы еще должны закрыть. Может быть деньги, может быть имущество, может быть жилье, может быть какие-то важные договоренности или пересмотр брачных контрактов. Такое тоже может быть в этот период, чисто планетарно. И значит, вместо вот этой первой победы, или когда вы не согласились, не договорились, здесь вы как раз будете настроены больше на взаимодействие. И какой-то баланс, мои дорогие, у кого-то проиграется так. Я достану еще одну карту. Что нам еще расскажет? Значит, кому-то важно услышать. Хотя, может быть, разная концепция, мои дорогие. Это могла быть, допустим, ваша помощь. Хоть нам маленькие дети, конечно, в этой колоде говорят, потому что бомбини – это маленький ребенок. Но мы все же используем аллегорию. У кого-то это взрослые дети, подросшие. Но это какая-то ваша чрезмерная опека. Нам говорят, нет, ты остановись, Козерог. У тебя, неважно какого вы возраста,
Ты должен быть счастлив, и пусть даже вы сейчас один или одна, и вот где-то все свое внимание вы на детей переключили или помощь даже взрослым детям. Нет, вы должны быть счастливы. Значит, какие-то новые партнерские отношения в плане личной жизни вам предстоит построить. А для кого-то, может быть, ваше увлечение, хобби, которое вы даже сможете монетизировать. Повторюсь, неважно, какой ваш возраст. Важно, что вы чувствуете, что вы хотите организовать. Давайте еще одну карту, как совет. Что нам еще расскажут. А вот правда, у кого-то ж может проиграться новые отношения. Вы знаете, вот по этой карте конкретно идет медовый месяц. По крайней мере, так он и прописан. И поэтому нас вообще карта приглашает насладиться, мои дорогие, как и временем, проведенным вместе на отдыхе, может быть, конкретно с кем-то, так и карта может пригласить вас в какое-то путешествие. Где-то может давать подсказку, что, находясь в путешествии, у вас может осуществиться какое-то знакомство. Но я могу все же предположить, у кого-то может быть и примирение, или какой-то человек вернуться может в вашу жизнь. И кто знает, какая-то прежняя история, когда вы надумаете сойтись. Все же мы все разные. И надумаете, а давай-ка мы с тобой съездим в путешествие. Часто в нашей, даже семейной жизни, я думаю, многие со мной согласятся, особенно в тех парах, когда именно семейная жизнь длится годами. Мы забываем о том периоде, когда мы были чуточку моложе, может быть, когда мы были влюбленными. И мы превращаемся в маму и папу, в жену и мужа. И вот эта легкость бытия, она нами утрачена. Вот это будет для вас важно. Ну вот это где-то то, что я говорила по принцессе Чаш. Давайте еще одну карту совет. Тут какая-то искренняя любовь к вам идет. Ну, наверное, личная жизнь, без нее не может быть счастья. Повторюсь снова, неважно, какой ваш возраст. Личная жизнь через эмпатию, через больше радости, больше, может быть, где-то даже какой-то игривости, легкости на подъем вам приносит именно личная жизнь, любовь, отношения. Это любовь твоей всей жизни, вот конкретно нам говорят. Веро аморе, истинная, искренняя любовь какая-то может быть у вас на пороге. И здесь перекладывайте на себя. У кого-то это проиграется, может быть, и какой-то прежний союз. Ну, не достигли вы взаимопонимания. Здесь и примирение, и как перезагрузка. И действительно, это тот партнер, который вам по судьбе. А у кого-то прежняя история по разным причинам завершилась и не может быть продолжена. Но это не значит, что вы себя поставили на извечную какую-то паузу. Нет, все же идти вперед. Похорони все то, что было в твоей жизни со знаком минус. И значит, по судьбе какой-то человек, как истинная любовь. Полное единение души и тела, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие козероги.